Привет! Как дела? Отлично. Соскучилась. Тепленькая какая. Замерз? Нет, нормально, я быстро шел, не успел замерзнуть. Молодец. Что, никто не придирался? Ну что? Чемодана твоего? Ну, так, что-то там. Откройте ноутбук, покажите. Не, ну а так глобально, как ко мне. Нет? Ну, ладно. Я же говорю, турецкая компания, вот, дешевая. Мне тут зрители начинают писать. Вот, а что вы хотели? Скупой платит дважды. Конечно, дешево же вы хотели покупить билеты. Не дороже я купила билеты Алексею, не дороже, чем себе. Но проблем вообще нету. Все равно это говнокомпания Победы. Я вынуждена, к сожалению, полететь с ними обратно, потому что билеты закуплены туда-обратно еще в сентябре были. Но больше я ими пользоваться не буду. Как мне одна пишет, куда вы денетесь? Дешевые билеты захотите, как миленькая будете пользоваться? Не буду. Пегасус. Дешевая авиакомпания. Проблем с ними не возникает. Алексей привез, прям вот, покажи, Леш, чемодан прям привез. И это у него без багажа билет. Без багажа. Ручная кладь. Ручная кладь обычная. Я рада, Алексей прибыл, все хорошо. Алексей уже съездил, машину поставил на зарядку, аккумулятор поставил. А там все так с пенопластом, так все по красоте, да, было? Да. Может, с пенопластом он лучше доедет? Ну, может, и лучше доедет. Так просто это меньше места займет. Ну, понятно. Наша задача-то в любом случае, приоритетная задача довести в целости и сохранности. Мы, в общем, тут упаковываем эти обогреватели с Алексеем в пупырчатую пленку. Договорились, что всю технику будем в пупырчатую пленку упаковывать, потому что намного меньше места занимает. Вот, видите, один у нас уже готов. Алексей как-то его положил. Алексей, а зачем ты его на ножки положил? Надо было ножки вверх. Вот. Наша подруга нам надавала еще коробок. Сейчас посмотрим, что будем еще в коробке складывать. А может и все пакетами обойдемся. Посмотрим. Вот так он более устойчиво стоит. Ничего не гремит. Мы договорились всю технику в пупырку упаковывать. Завтра надо будет еще Алексею заехать в Леруа Мерлен, чтобы купить еще... Сколько, Леш, рулон или 2 купим? Пупырки. Пупырковую пленку. Не знаю. Так, пустую наверх закидываешь? Ну да, пустую наверх. Сейчас будем второй упаковывать обогреватель. Здесь у меня, а я вам показывала, постельное белье. Еще одеяло я не упаковывала. А, Леш, сейчас еще задачу тебе поставлю. Смотри, я вчера одна пыталась сделать, ничего у меня не получилось. Еще вот это надо вывозить. Это новый матрас надувной, круг и мои ластики. Еще вот это все, что на кровати, тоже надо вывозить. Смотри, вот этот пакет, он хороший. Он вакуум держит. Эту снимай, наверное, заберем, да? Она много места не будет занимать. Вот, я засунула сюда вот это очень-очень-очень объемное одеяло, а закрыть не смогла. Его надо силой закрыть и высосать воздух. Мне кажется, не получится. Почему? Ну, это... Если только сразу включить пылесос и пытаться. Ну, в 4 руки получится. Я вчера доставала пылесос, пыталась, ничего не получилось. Вот такая у нас еще задача. Алексей меня тут уговаривает еще собрать пару сумочек. Вот, инжировое варенье надо. Не надо, Алексей. Из России в Турцию повезем инжировое варенье. Нет. Сангрия, говорит, шампуня у меня тут. Банок 10, наверное, шампуня. Шампунь вот здесь разные стоят, здесь вот по натыкам здесь. Ой, что ты еще говоришь, мне надо везти нам? Пивасик. Нет, пива точно нет. Что-то ты сейчас сказал. Что ты сказал? Хеннесси. Хеннесси доставай, Хеннесси повезем, да. Хеннесси друзьям подарок. Из
так сказать. Я надеюсь, этот влог выйдет позже, чем они... Чем? А ты субтитры не накладывай, они не поймут. Может, я? Я это маленькая, хаёсенькая. Ну, давай ты, маленькая хаёсенькая. На, снимай. Это самое. Навернешься? Нет. Мед надо. Мед натуральный, настоящий. Natural. Natural. Так, ты сказал, что-то еще надо отсюда везти. И я говорю. Пивасик. Ой. Шуруповерт я спросил. Вспомнила, да. Алексей, весов тоже. Что такое весов? Ну, это годы, ну, как это, выдержки весов. Алексей говорит, что надо дрель, болгарку, что там у тебя еще? Шуруповерт вести. Но я-то собрала все, что мне нужно. А тут приехал Алексей и начинает говорить, что надо собирать еще то, что ему нужно. Тогда, может, прицеп сразу? Это какой объем? 0,5, по-моему. А что такой маленький? И так достаточно дорого стоит. Ну, понятно, 0,7. Ну. 0,7, о, пойдет. Просто дорогим друзьям надо дорогие подарки дарить. Куда тебе его положить, чтобы ты его... Так, ну я билайновскую планирую брать, потому что на колесиках я уже тебе запаковала, она там неподъемная. Достань. Я сегодня массажистку ждала, она так и не приехала, и все убрала. Билайновскую доставай. Так, вот это я еще беру. Лешка. Папа Ирай сказал, что мы там сможем купить Christmas tree. No problem. Мне вот это не помнут в багаже? Помнут, тогда это надо в машину. А Хеннесси? Хеннесси могут понять. И что делать? Всем доброе утро, друзья. Алексей остался дома, сейчас он чай попьет, тоже пойдет по делам. Машину на ход ставит. Аккумулятор, конечно же, сел. Он взял у соседа зарядное и заряжает сейчас машину. А я иду опять. Сегодня пятница. Доктор сказала прийти. Ни свет, ни заря. Еще без 15:07 только утра. Иду в поликлинику. Вот. С вами немножко в прошлый раз, когда шла в поликлинику, пофилософствовала. Столько негатива получила. На самом деле никто не говорит, что Россия плохая. В том видео я сказала, что есть свои плюсы и минусы как в России, так и в Турции. Человек ищет, где лучше, рыба где глубже. Поэтому, если вы поняли так, как вы поняли, то это как бы ваши трудности. Вот. Мы остаемся при своем мнении. Как кто-то из подписчиков написал, мы с Алексеем такие, как есть. Никогда не лукавим, никогда не лебезим и в глаза не льстим. И за глаза тоже. Вот. Поэтому говорим, как есть. В России тоже много моментов, которые нам нравятся, которых нам не хватает в Турции. Вот. Но мы люди теплолюбивые. Всю свою сознательную совместную жизнь мы путешествуем. Стараемся на все лето выезжать, старались все лето выезжать в теплые страны. Ну, нам нравится так, почему нет? Вот. Ни разу не сказала, что Россия плохая, это вы уже себе в голове там навыдумывали. Я просто показываю то, что есть на самом деле, что вижу. Вот иду по дороге, вижу, то и показываю. Вот. Так, что еще хотела вам сказать? Еще хотела вам сказать по поводу, что ж ты идешь. Да, я опять иду в поликлинику. Я опять иду к доктору. Она меня пригласила на пятницу. Что ж ты тогда в этой своей любимой Турции не пошла к доктору? Ну, правильно, в России-то это все бесплатно. Давайте начнем с того, что мы, так же, как и вы, платим налоги. Не маленькие. Вот, суммы перечисляем ежемесячно.
Поэтому я не считаю, что в России это бесплатно. Вот я опять иду, скольжу. Буду идти медленно, ветрище дует. В общем, я не считаю, что я иду к доктору бесплатно. Мы за это платим налоги. Медицина у нас платная. Вот. Если бы мы официально были бы зарегистрированы и оплачивали бы налоги в Турецкой республике, все то же самое мы получали бы и в Турции, собственно, как и везде. Вот, безусловно, поскольку мы являемся гражданами России, некоторые из вас, наверное, напишут сейчас, к сожалению, да, но как бы не вам решать, где нам жить и гражданами какой республики нам являться. Вот. Собственно, да, мы являемся гражданами России, мы здесь оплачиваем налоги, поэтому мы здесь получаем медицинскую помощь. Но, учитывая то, что мы с Алексеем и с детьми приняли такое решение жить в Турции все-таки большую часть времени, мы не получаем медицинскую помощь в полном объеме, в котором хотелось бы. Потому что, ну, в силу того, что это, конечно, наши проблемы, в силу того, что у нас нет такого количества времени, скажем так. Вот. Ограниченного во времени, поэтому что-то срочное делаем, а что-то несрочное, конечно же, оставляем на потом. И в случае, если наступит страховой случай, естественно, мы пойдем лечиться в Турции за деньги. Вот. Как-то так, друзья. Ни разу вообще не сказала, что Россия плохая. Я вам показываю то, что вижу. Вот иду по таким дорогам, показываю такие дороги. В Турции ходим по таким дорогам, показываем такие дороги. И в каждой стране есть и плюсы, и минусы. Поэтому мы ни в коем случае не хаем Россию, а просто констатируем факты. Да, мне приходится ходить по таким вот закоулкам, но это не только я сейчас покажу, что не только я хожу по таким закоулкам. Вот, посмотрите, огромное количество людей ходят по таким закоулкам. В нашем городке вот так. Чтобы пройтись по нормальным дорогам, нужно пройти километр примерно вправо. А поскольку вот он спорткомплекс, потом километр надо идти влево, в сторону обратно, в обратную сторону, в сторону спорткомплекса. Так все дети с наших улиц ходят в спортивный комплекс. Точно так же на нашей стороне находится школа. Все дети ходят с этой стороны. Дети, которые живут со стороны спорткомплекса, ходят также через эти рельсы и пути в школу. Вот. Очень много лет все граждане нашего города пишут, жалуются, просят, умоляют о том, чтобы власти сделали здесь нормальный пешеходный переход, организовали. Но вы думаете, властям есть дело до людей? Нет. Поэтому здесь я вам более того скажу. По вот этим закоулкам, по которым мне приходится ходить, вот полюбуйтесь, да, ходят огромное количество детей. И не раз уже были случаи, которые, к сожалению, заканчивались очень-очень печально. Очень печально. Вот. Но вы понимаете, что люди вынуждены это делать? Потому что 2 километра просто так пройтись туда и обратно, чтобы перейти железную дорогу через пешеходный переход, но это никому не нужно. Вот представьте, вы утром просыпаетесь, да, вам ребенка в школу отправлять, и вам надо идти лишних 2 километра, либо на свой страх и риск пройти вот эти пути. Конечно же, люди все, абсолютно, поголовно все
ходят через эти железнодорожные пути. Я вам более того скажу. Мне подруга сказала, здесь у нас диаметр, большой диаметр пустили, и сейчас очень часто и на большой скорости ходят поезда. Ну, вот эти вот, которые курсируют с интервалом таким же, как метро курсирует. Тут все вот это было наглухо закрыто. Они все закрыли, подумав, что все, проблему с пешеходами они таким образом решили. Так что вы думаете? Мне подруга рассказывает, что там были двери изначально, когда шло строительство, мы ходили через эти двери, потому что они были открыты. Потом все заколотили. Так люди потом, значит, вырвали сначала двери. Двери снова заколотили, поставили, заколотили. Так они потом целую секцию вырвали. Это сделали люди, и все равно люди продолжают ходить, понимаете? Ну, как бы, когда, если дело не касается конкретно вас, вы, конечно, начнете сейчас в комментариях писать, вот, туда-сюда, безопасность превыше всего. Эти 2 километра совершенно несравнимы с тем, что вы можете потерять жизнь, если, не дай бог, та-та-та-ра-та. Вот. Безусловно, это так. Безусловно. Но никто, когда дело касается конкретно вот кого-то, никто не хочет просыпаться утром, насколько, я не знаю, на полчаса раньше, чтобы эти полчаса потратить на прогулку до пешеходного перехода и в обратку. Никто не хочет. Также и после школы ребенку, получается, в день придется по 4 километра лишних накручивать, понимаете? Никто этого не хочет, поэтому все ходят через железнодорожные пути, через которые и мне тоже приходится ходить. Да, вот железную дорогу перешли, там, где уже обустроено все для людей. Вот, посмотрите, иду по нормальному тротуару, нормальная, хорошая плитка выложенная. Вот. Поэтому, что вижу, то и пою, понимаете? Мы такие, какие есть. Поэтому там гневиться и негативить, и там злиться в комментариях совершенно ни к чему. Как кто-то из подписчиков написал тоже женщина. Я тоже терпеть не могу холод, слякость, сырость, но, к сожалению, нет возможности переехать в другую страну. Так вот, я вам всем желаю, чтобы все ваши и наши возможности совпадали с нашими желаниями. Вот, огромного всем счастья. Если вы счастливы в России, то мы только рады за вас. Наши родители здесь тоже счастливы. Никто же не говорит, что вот родители, Россия такая-сякая, давайте переезжайте вместе с нами. Нет, абсолютно нет. Каждый человек вправе выбирать там, где ему удобно, где ему хорошо. Точно так же, как и мы. Никогда не будем говорить, ой, какая Россия хорошая или какая Турция хорошая. В Турции тоже есть свои нюансы. И в Узбекистане есть свои нюансы. Поэтому, собственно, я сейчас скажу, сколько прожила в России. 15 лет. Вот. И теперь, когда появилась такая возможность, понимаете, как бы умники сейчас начнут писать, зачем вы вообще тогда из Узбекистана ехали бы сразу в Турцию. Ну, тогда не было такой возможности. Как только появилась такая возможность, мы это сделали, ребят. И извините, что вас забыли спросить, как говорится. Вот. Поэтому, друзья, давайте не будем бочку друг на друга катить. Мы ни в коем случае не хаем Россию. Мы говорим просто то, что есть. Вот и все. Сейчас, например, нам нравится в Турции. А через 2 года, может, мы еще куда-то захотим рвануть. Значит, это не значит, что Турция для нас стала плохая. Понимаете? Это значит, что мы захотели каких-то перемен, что мы захотели каких-то новых ощущений, новых эмоций, что мы где-то увидели лучше что-то. Это не значит, что мы предали Турцию. Давайте начнем с того, что моя родина Узбекистан. Я обожаю эту страну. Как только появится возможность, я обязательно туда поеду навестить своих подружек, посетить давно забытые
но до более знакомые места. Я обязательно туда поеду. Я очень люблю Узбекистан, Ташкент, моя родина Ташкент. Давайте начнем с того, что никакую родину, уехав в Турцию, я не предавала, потому что моя родина Узбекистан. Я родилась и 20 лет прожила в Узбекистане. Как мне говорят, Россия тебе дала образование, а ты вот так вот предательски с ней поступаешь. Это все равно, что родную мать предать. Давайте все вот эти вот свои нездоровые мысли вы оставите при себе, потому что, опять же повторюсь, человек ищет там, где ему хорошо. И образование Россия мне не давала, потому что я родилась, выросла и получила образование в Узбекистане. Лишь в 20 лет, в 21 год я приехала в Россию. 21 год я прожила и получила образование в Узбекистане, и 15 лет я в России. Поэтому никакую родину я не предавала. Просто когда в Узбекистане наступили трудные времена, вот, ну, они там были, собственно, всегда, да, не согласиться с этим невозможно, вот. Потому что из Узбекистана очень многие уехали. В том числе и мы. И что? Если людям, например, в России, я не знаю, там, в Америке, в Европе лучше, чем в Узбекистане, значит, все они предатели? Я считаю, это нездоровые мысли. Поэтому давайте вы не будете эти свои нездоровые мысли излагать на нашем канале. Я все сказала. Вот. Мы никого и ничего не предавали. Мы лишь живем так, как хотим жить. Где хотим жить, как хотим жить и с кем хотим жить. Каждый человек вправе строить свою жизнь и судьбу самостоятельно. Теперь я все сказала.